Сегодня мы проснулись поздно, в 9 часов, потому что по прогнозу было, что будет дождь. Мы думали, где-то до 9, до 10 будет дождь. Потом, как закончится, мы уже подготовимся и выйдем. Сейчас у нас 11 часов. Дождик до сих пор идет. Кстати, смотрите, какая у них герметика на окнах. Открываем окно. Прям как начинает тянуть воздух. Настолько все было закупорено в квартире. У нас идет дождик. Здесь у них есть маленькая такая веранда, на которой можно что-то вывесить. Можно было поставить пару столиков. Но минус этого отеля, здесь нет вида. И это далеко расположено от станции метро. Но так как мы собирались все равно ходить по всему городу, нам было без разницы. Ну, конечно, не во время вот этого дождя. Плюс здесь еще магистраль рядом проходит, наверху. Возможно, что, так как здесь вида нету, отель намного дешевле. Этот отель интересен в том, что он сделан именно под квартиру. Это самое близкое, если вы хотите вот познакомиться с японской планировкой и как японцы живут. Как у них обустроен быт, скажем так. Конечно, есть разные планировки, но вот эта планировка прям зашла. И вот именно здесь можно ознакомиться с японской ванной. Много, особенно на кухне, много таких деталей продуманы. Ну, допустим, вот краник. Ну, шланг вылазит это у всех. Вот, зато есть вот такая кнопочка, на которую нажав, видите, вот сверху надпись, она меняется. Вот это у них через переводчик перевел. Говорится, что сырая вода, это, я так понимаю, профильтрованная вода. Возможно, где-то там внизу у них стоят фильтры. В добавление к обзору этого отеля, скажем, все здание, строение, это каркасное дерево, это не цемент, поэтому полы, соответственно, они также деревянные. Я также могу слышать, так как стенки тоже деревянные, я пару раз слышал соседей. На этом этаже только одна квартира, но все равно, однако же, когда они слишком шумные, потому что они тоже приехали с детьми, я их, например, слышал. А полы, они деревянные, особенно когда начинаешь стучать вот так ногами, начинает отдаваться даже в конце другой комнаты. Я представляю, что слышат соседи каждый раз, когда ты ходишь по этим деревянным полам. Наверху ничего не слышал, потому что наверху, скорее всего, у нас гостей нету. Так как все заслано ковром, здесь пол не теплый, он не отапливается. Они используют просто кондиционеры зима-лето. Ну, такой воздух зимой, он прям будет так сильно сушить воздух. Все балконные рамы почему-то очень низко расположены. Я 1,80 м, они вот под мой рост. Сверху просто кусок идет до потолка пустого. Когда у нас делают наоборот, вот такие рамы, они идут у нас, упираются в потолок, а здесь они достаточно низкие. Если будет высокий человек, иностранцы приедут по 2 метра, чтобы выйти то же самое на веранду, это надо будет. Вот эта штука всю ночь работала, вроде бы выключил всю вытяжку, вот это включает вытяжку. Когда включаешь вытяжку, она начинает еще громче звенеть. Вот сейчас она работает. Вот я, получается, ее полностью выключил. Но все равно она почему-то гудит, и слышно, что она то ли сосет, то ли... Да, она сосет воздух. Поэтому в этой квартире как-то работает вентиляция, а где включается, непонятно. И почему-то вентиляция работает вот через вытяжку. Вот эти штучки тоже сделаны для вентиляции. Нажав на нее, поступает уже прохладный воздух в комнату. Но мы все их закрыли, иначе что-то утром холодновато. Сейчас, потому что все-таки еще не лето. У нас какое 6 апреля.
Так, по стирке. Вчера мы постирались, кое-как разобрался, но в принципе разбираться уже не стал. Нажал включить и старт. Остальные кнопки даже не трогали. В общем, мы постирались. Вывесил я их одежду вот так в ванную. Поставил таймер сначала на 2 часа. Почти все высохло. Потом добавил просто еще пару часиков, чтобы просушить наверняка уже. Отличная штука. Прям сушит отменно. Вся одежда за 2 часа, можно сказать, она высохла. Также поставили обувь. Тоже все просушилось. Я тоже хочу такую ванную в Корею. Почему у нас такие не строят? Очень удобно. Особенно здесь вот есть дополнительные функции. Вы можете включить типа бойлера, подготовить комнату перед тем, как вы заходите, особенно это зимой, перед тем, как вы заходите в ванную комнату, чтобы комната она была прям такая горячая, там, теплый такой воздух, как вот вы обычно заходите в сауну. Поэтому у них в общем, включаешь, и прям как в сауне тоже дается вот такой стульчак. Садишься и точно так же прям на полу здесь омоешься. Потом эта вся вода, он туда уходит. Либо можно налить в ванную. Кстати, налив в ванную, там тоже есть обогреватель. Он включается и поддерживает температуру в самой ванне. Это чтобы так посидеть, попариться. Раковина у них есть отдельно, поэтому ванная, она не разделена и одно другому абсолютно не мешает. Поэтому вот этот отсек чисто, чтобы искупаться. Потом здесь такой интересный краник. Так идет так вода. Нажав нее, он меняется в душ. Сама раковина, она большая, поэтому удобно, если нужно будет помыть голову. В общем, нажав на эту кнопку, он превращается в лейку, и эта лейка, она вытаскивается. Так что вы можете помыть голову прямо здесь, не заходя в душевую. Для стирания здесь все подготовлено. Вот есть порошок на японском, но внизу на английском надписи тоже имеются. Порошок и софтнер. Все заряжается сюда, выдвигается. Ну, такая же ерунда. Единственное то, что вот это синее, это для порошка. Мы переводили, потому что сначала было непонятно, куда что заливать. Это для порошка, это для софтнера. Для стирания все есть. Вот есть вешалки отдельно. И эти вешалки, они вешаются вот на этот пол, который, если он не нужен, он убирается вон туда. Так, сейчас у нас 12 часов, 12:30. В 12 часов где-то закончился дождь. Это первый раз, по-моему, по прогнозу закончился дождь. Решили выйти, улицы мокрые, но зато дождя нету. Сегодня хоть погуляем. Здесь мы зашли в какой-то жилой квартал. Подъезды выполнены вот так. Или это сразу вход на первый этаж? Это сразу на первый этаж. Для верхних этажей, предполагаю, есть отдельный вход. Ага, вон там. Ну, первым этажем повезло. Маленькие садики есть, как у нас раньше в СССРское время. Первые этажи захватывали гостерриторию под свои нужды. И у каждого был свой огород. Кто-то даже умудрялся там чуть ли не фазенду обустраивать. Кстати, расспросил вот насчет таких такси, почему используют такие старые модели автомобилей. Здесь есть как бы и новые такси, и есть достаточно такие старые. Оказывается, все старые автомобили, они принадлежат компании, и компания не меняет, потому что автомобили по комфорту, они не уступают новым автомобилям. У них там есть воздушные подушки, короче, внутри комфортабельность, так как салон более широкий, автомобили более большие, хоть они и старые, нам сколько, 30-40 лет, наверное, судя по модели.
он до сих пор использует. Другое дело, ладно, использует, но у них, значит, до сих пор производятся запчасти на такие автомобили, что они поддерживают не один-два автомобиля, а целый автопарк. Так, мы пришли в школу. Мне интересно узнать, школы, они закрыты для посещения, как школы выглядят. Потому что на форуме сказали, что я никак, абсолютно никак не смогу попасть в школу. Что-то здесь у них как-то не продумано, кругом слякоть, при том, что это, по-моему, у них центральный вход здесь. Так, в общем, вот школа. Мы попросились в школу. Я хотел Крису показать, как японская школа выглядит изнутри, хотя бы классы. Мы зашли вовнутрь, встретились с администрацией. По-моему, директор даже вышел к нам, стал расспрашивать, почему там, почему, для чего. Я ему объясняю, я говорю, я приехал с сыном такого же возраста, и ему просто интересно, как это все выглядит в Японии. Можно ли нам зайти и просто так посмотреть школу. Так как все равно детей нету, сейчас у них начались каникулы. В общем, директор или учитель стал оправдываться, говорит, ну это для безопасности детей, там туда-сюда. Я говорю, детей же нету. И все равно нас попросили, ну он просто увидел, что у меня камера, он говорит, желательно не снимать. Я говорю, внутри я не собирался, в принципе, снимать, хотя бы вот снаружи, а так чисто для себя, для личного, скажем, для личного знания, для Криса, чтобы у него было представление, зайти просто посмотреть классы. Короче, не разрешили, на улице снимать тоже не разрешили, но все очень вежливо объяснили, говорят, 100 раз покланялись, 100 раз извинились, но запретили. Мы говорим, ну и ладно. Посмотрим, сколько машинки стоят. Фукока Toyota. Я не знаю, я японскими автомобилями не увлекаюсь. Вот такая вот модель. Но по значку непонятно, это японская или нет. Она стоит, на наши, это 31 миллион 520. Короче, чуть меньше 25 тысяч долларов, чуть больше 25 тысяч. Кстати, почему-то у них вообще нету машин, как в Корее. У нас куча машин стоит для обозревания. А здесь один единственный экземпляр и куча столов. Так, Крис хочет посмотреть, как выглядит библиотека. Проходили рядом. По карте высвечивает библиотека. Зашли в джим. Это, короче, у них большой такой комплекс, где можно заниматься. У них есть в одном комплексе разные спортивные занятия, включая там комдо, это кендо, там, короче, палкой дубайся. Простой джим, например, ну, мы зашли, внутри снимать нельзя, однако же дали все посмотреть, в каждый зал зашли, посмотрели. Джим у них стоит 2600 вон. Это, короче, около $2 за 2 часа. Потом у них там есть волейбол, баскетбол. Ну, как обычный спортивный комплекс. Но где вы не ежемесячно занимаетесь, а просто проплачиваете почасовое. Нет. Так, что у нас? Айс-кока. Айс-кока стоит у нас 1600, это 160 йен. Чуть больше доллара, $1.20, $1.30. Не думаю, что он его будет пить. Че, вкусно? Холодный какао с водой, не с молоком. Какао, сахар, вода холодная. Места для зарядки электроавтомобилей что-то отдельное. Прям такая большая площадка. Жалко, конечно, столько места. И почему-то написано Tesla.
Ну, Tesla. Когда там зарядки не от Теслы стоят. Скорее всего, это генераторы, там сверху солнечные панели. Вот они, возможно, от Tesla. Проходили мимо парка. Посмотрим туалет. Ну, он такой сквозной почему-то. Здесь все видно. Женскую половину все видно. И с той стороны видно. Туалет-коридор. Вот если мальчик вот так встанет и будет делать свое дело. Что пёнги? Вот это все видно. Она вот. И с той дороги будет видно. Какая ходьба? Мунында. Все будет видно. И отсюда будет видно, и там будет видно. Что-то. Обычно хотя бы кабиной женскую половину как-то закрывали бы. Ну здесь у них толчок. А-ля дырка в полу. Конечно, весь пол здесь грязный. Потому что это все заметает и отсюда, и оттуда. Как проходной двор. У раковины почему-то нету зеркала. Первый туалет, который без зеркала я видел. Местами попадаются вот такие парки с полянками. Но опять же таки, вот сейчас вон там вдалеке детская площадка. Детей нету. Где все дети? Шли. Увидели вот такое чудовище. Подскажите, что за зверек? И почему у него такие большие яйца? Заметил такую особенность. Правильно или нет, я не вижу старых автомобилей, старых моделей. Старые модели используют только таксисты. Очень старые, прям 20-30 лет. Если сравнить с Кореей, в Корее, наоборот, для такси выбирают самые последние модели. Даже те, которые простые люди купить не могут, либо стоят долго в очереди. Такие электрокары, как там, Ioniq 5, Ioniq 6, там что у нас, Kia EV6. В общем, такие автомобили просто так наши даже простые граждане купить не могут, они долго стоят в очереди. А таксисты в первую очередь получают. Поэтому таксисты, они в Корее ездят на самом совершенном, на самых новых моделях. А здесь, в Японии, наоборот. У всех вроде бы свежие автомобили, а у таксистов именно какое-то такое старье. Здесь много таких строений, домики очень такие маленькие, квартиры тоже, посмотрите, они все такие маленькие. Хотя мне нравятся вот такие постройки, чистый фундамент, без отделки. Кругом эти клетки, как будто клетки для животных. На самом деле это все клетки для мусора, чтобы мусор не разлетался. И как в Корее, прям таких решеток нету. Обычно в Корее на первых, вторых этажах ставят решетки, чтобы никто не залезал. 7-Eleven, Family Mart, они буквально на каждом шагу здесь. При том, что кругом стоят автоматы с напитками. В дополнение к тому, что кругом эти 7-Eleven стоят. Иногда перед зданиями сделаны почему-то очень маленькие такие парковки, чисто вот для маленьких автомобилей. Это единственный ресторан, где мы нашли. Крис захотел тунгас, то, что мы знаем. Сверху что-то упало, смотрю, оказывается, голуби срут. Так, ладно, заходим осторожно. Хотя. Тунгас, конечно, у них не из дешевых. Порция стоит от 1100 и выше поднимается. Это у них по-нашему будет 11 тысяч вон. Короче, скажем, около чуть меньше $10.
за вот такую порцию. И сосиски. Тоже 12 тысяч. Так, я буду котлетку с овощами. И захотел просто котлетку ручной работы с каре. В этом ресторане прям запашок такой, прям вкусный-вкусный. Я не знаю как, Крис, короче, разобрался. По-моему, мы что-то запороли. Сначала Крис заказал, потом я вызвал девушку, она заказала. По-моему, нам одно и то же по 2 порции заказали. Но я думаю, у девушки логика работает, она поймет, что мы один раз либо неправильно заказывали, либо... Ну, сейчас посмотрим. В Японии популярны вот такие столики, где вы сидите по одному. У нас стали делать разделение, когда началась корона, а в Японии как будто корона была всегда, все едят отдельно, друг от друга. Так, им разносят сзади вам, разносят еду. Я так снимаю, чтобы не палевно было, потому что нельзя снимать, конечно, люди кушают. Каждый сидит за отдельным столиком, это вот только мы сейчас сели вдвоем, скажем так, по-европейски. Там, где сейчас мужик сидит, на этой стороне 3 столика. Столик размером 40 на 40. Это такой маленький квадратик. Человеку хватает чисто поесть. Так, порции принесли, достаточно большие. Такое ощущение, что нам дали детские вилочки, они буквально такие маленькие. Если сравнить с тарелкой, она прям туда падает. Это что и произошло с Крисиной вилкой. Она просто упала. Он поставил ее на бок, она раз съехала. Потому что вилки очень маленькие. Так, в общем, как оказалось, порции очень большие. Мы, видно, неправильно заказывали. Здесь, оказывается, можно было при заказе указать, сколько риса. Мы заказали по 300 грамм. Это стандартно идет. А так можно 150 грамм, 200 грамм и все остальное. Притом Крис, он все скушал, а я нет. Все вместе это у нас вышло 2229 йен. Нам сейчас нужно купить билетики. Хотим доехать до старого магазина Nintendo. Как видите, здесь есть и на корейском языке. В общем, у них здесь такая путаница с этими поездами. Нам нужно в сторону Тенджин. Люди почему-то стоят на этой платформе, а здесь стоит поезд. Здесь вот именно написано, что для Фукуоки в Тенджин. И там тоже в ту же сторону, мол, едет. Сейчас расспросил бабку, говорю, куда ехать. Показал ей станцию. Она говорит, есть экспресс, есть простой. Чем они отличаются, непонятно. Но, по крайней мере, на нем написано, что это едет в сторону Тенджина. Короче, следуем за бабкой. Метро, по сравнению с корейским, что-то довольно-таки все скрипучее, старое. Такое количество ручек я видел только в зоопарке. В барьере для обезьян. Смотрите. Это, я полагаю, здесь столько народу, что им ручек не хватает. Запах здесь такой напоминает какую-то химию. Когда красят волосы. В общем, какая-то парикмахерская. Опознавателей нету, непонятно, куда мы приехали. Все объявляется, но только на японском. Здесь 2 платформы. Сзади, главное, стоят люди. Спереди стоят люди. Платформ несколько. Непонятно, с какой слезать. Посмотрите, какие вагоны. Вагоны очень старенькие.
Самые старые тачки вот на улице — это такси. Вот какого года эта тачка может быть? Магазин Sony Xperia 5. Сколько это? 119. Вау. Это 1 190 000 нашими получается. Почти 1000 баксов за Соньку. Нам понадобился кабель. Вот здесь они продаются. Это с переходом с HDMI на USB-C Type, чтобы можно было телефон подключить к телевизору, потому что наш телевизор YouTube не показывает. Крис просит YouTube. Он стоит у нас вот здесь 27, короче, $25 где-то. Но надо сравнивать, надо проверять, короче, все на сайтах, потому что кабеля, они поддерживают определенные только модели. Вот здесь, например, этот кабель не поддерживает именно мой телефон. У меня Fold. Fold не поддерживает и еще не поддерживает Nintendo. Нам надо, чтобы и Nintendo играл, Nintendo Switch, и чтобы Fold кабель для Fold тоже подходил. Сейчас попробуем другой этаж. А так здесь разнообразия очень много. Это магазин электротехники. Японская техника, она вся такая маленькая. Они очень такие маленькие, они мне даже по пояс не будут по сравнению с нашими корейскими машинками. А если посмотреть на телевизор, холодильники, смотрите, какие они узкие. Вот раз, два, три. Буквально 60 сантиметров, 60, ну 70 сантиметров. Потому что это полноценный холодильник. Так, и стоит он 1 940 000 корейских. Ну, узкий, маленький холодильник. А это мало того, что узкий, он еще и короткий. Это царство Nintendo. Memory карточки у них очень дорогие. На 128 гигабайт, 87 000 нашими. У нас такие в магазине по 30-40 тысяч стоят. На одном этаже стоят просто автоматы с капсулами под игрушки. А внутри там либо персонажи, либо игрушки. Они выходят все рандомно. Поэтому для коллекционеров, кто собирает, вот они приходят сюда, я так полагаю. Целый этаж из-за этого. Вот что за кайф? У японцев свой. Здесь погода такая непонятная. То холодно, то жарко. Я уже замучился снимать куртку. То надеваешь, то снимаешь. Если посмотреть, люди вокруг, они все ходят вот так, вроде бы тепло, а кто-то ходит вообще в шортах и в майке. Вот парень в одной рубашке прошел. Вчера видел чувака вообще в пуховике. И вот мы точно так же. Только начнешь потеть, снимаешь куртку, опять начинается прохладный ветерок, опять ее надеваешь.